На западе Канады в провинции Альберта есть нефть, которую невозможно просто выкачать из земли насосом. Она не бьет черным фонтаном и не течет по трубам сама. Зимой она твердая настолько, что по ней можно спокойно ходить. Летом она превращается в липкую черную массу, похожую на смолу, намертво склеенную с обычным песком. И вот что поражает по-настоящему. Запасы этой странной нефти под канадским лесом больше, чем многих нефтяных державах мира вместе взятых. Чтобы добраться до нее, люди построили грузовики размером с трехэтажный дом и научились по-настоящему растапливать нефть прямо под землей. Ради одной единственной бочки здесь порой приходится перекопать и промыть целых 2 тонны песка. Но самое удивительное даже не масштаб этой стройки века, а то, как человечество вообще додумалось провернуть подобное. Ведь почти полвека этот черный клад лежал прямо под ногами и оставался абсолютно бесполезным. Почему? Сейчас все расскажу по порядку. Итак, отправимся туда, где начинается наша история, в западную канадскую провинцию Альберта. Здесь, вокруг небольшого города Форт Макмюррей и реки Атабаска, под густым хвойным лесом скрыто настоящее черное сокровище. Эти пропитанные нефтью пески растянулись на площадь около 142 тысяч квадратных километров. По размеру это сравнимо с Грецией. По объему запасов это одно из крупнейших нефтяных богатств на всей планете. Но вот в чем парадокс. Богатство лежит буквально под ногами, а достать его невероятно трудно. И тут пора сломать главный стереотип. Многие уверены, что такие нефтяные пески — это чисто канадская экзотика. Но это совсем не так. Похожие залежи разбросаны по разным уголкам мира. И крупнейшие из них находятся в Канаде и Венесуэле, а часть остального — в странах Ближнего Востока. Более того, приготовься к сюрпризу. Самый большой такой клад спрятан вовсе не под канадским лесом. У Венесуэлы около 298 миллиардов баррелей доказанных запасов. Это крупнейший объем в мире, почти вдвое больше канадского. Основная их часть лежит в бассейне реки Ориноко. Формально венесуэльское сырье называют чуть иначе — сверхтяжелой нефтью, но проблема у него ровно такая же. Оно тяжелее воды, вязкое, будто густая смола или патока, и вдобавок грязное, с высоким содержанием серы и разных металлов. Есть свои залежи и у Соединенных Штатов Америки, в основном на востоке штата Юта, где крупнейшее месторождение хранит порядка 6 миллиардов баррелей тяжелой нефти. Находят подобные пески и в Казахстане, и на Ближнем Востоке. Так почему же тогда именно Канада стала главным символом добычи из песка? Все просто. Она первой построила эти машины-гиганты, отладила сложнейший процесс и превратила добычу в настоящую промышленность мирового уровня. Но чтобы понять, как все это работает, сначала нужно разобраться, что же вообще лежит там, под землей. Так что же на самом деле скрывается под этим лесом? Давай разберемся, из чего вообще состоит нефтяной песок, ведь именно здесь кроется вся сложность. По сути, это плотная смесь из 4 компонентов — обычного песка, глины, воды и битума. Больше всего в этой массе именно песка, а вот самой ценной нефти битума совсем немного. Как правило, лишь около 10-12% от общего веса. Представь себе ведро сырого песка с пляжа, только вместо воды между песчинками липкая черная смола. Главный герой всей нашей истории — это именно битум, и с ним связана вся инженерная драма. Битум — это сверхтяжелая, очень густая форма нефти, и ведет он себя совершенно не так, как привычное нам жидкое топливо. По консистенции битум напоминает холодное арахисовое масло или загустевший гудрон, которым заливают дороги. В сильный мороз он становится настолько твердым, что по нему можно ходить как по камню, а в теплую погоду еле-еле ползет, словно очень ленивая патока. И вот тут возникает та самая плечевая загвоздка, из-за которой этот клад так долго был бесполезным. Обычную нефть в других частях света добывать довольно просто. Бури скважину, а дальше она нередко сама поднимается наверх под давлением. С битумом
Такой фокус не пройдет при всем желании. Он практически не течет сам по себе, поэтому его невозможно откачать простым насосом, как воду из колодца. Более того, он намертво прилип к миллиардам крошечных песчинок, и эту хватку нужно как-то разорвать. Получается, перед инженерами встали сразу две почти невыполнимые задачи. Во-первых, нужно было заставить эту густую массу хоть как-то двигаться и течь. А во-вторых, требовалось найти способ отделить драгоценный битум от бесполезного песка. И знаешь, что самое интересное? Человечество в итоге пошло сразу двумя совершенно разными путями, и оба они по-своему гениальны. Прежде чем мы увидим ревущие машины-гиганты, стоит перенестись в прошлое, ведь у этого черного вещества очень древняя история. Задолго до появления заводов и буровых, коренные народы этих земель уже прекрасно знали о липкой смоле у берегов реки. Они находили битум прямо на поверхности, там, где он выходил наружу, и использовали его с большой смекалкой. Этой природной смолой они смолили свои каноэ, делая лодки прочными и водонепроницаемыми для долгих путешествий по рекам. Шли годы, и на эту загадочную субстанцию обратили внимание уже ученые и промышленники. Все понимали, что перед ними огромное богатство, но никто не мог решить главную головоломку — как же отделить нефть от песка. Обычные способы добычи тут были совершенно бессильны, и этот вопрос долго оставался без ответа. Настоящий прорыв связан с именем канадского ученого, доктора Карла Кларка из Университета провинции Альберта. Еще в 20-х годах прошлого века он придумал и запатентовал остроумный способ разделения с помощью обычной горячей воды. Идея Кларка была по-настоящему гениальной в своей простоте, и позже мы разберем ее подробнее. Если коротко, горячая вода помогала битуму отлипнуть от песчинок и всплыть наверх, откуда его можно было собрать. Казалось бы, вот оно решение всех проблем. Но от удачной идеи до работающего завода лежала целая пропасть. Одно дело провести опыт в лаборатории с горсти песка, и совсем другое — наладить добычу в промышленных масштабах. В итоге между изобретением Кларка и первым по-настоящему крупным предприятием прошли долгие десятилетия упорной работы. Лишь в 1967 году в Альберте наконец открылся первый крупный завод по добыче нефти из песка. Но даже после этого дело шло тяжело и очень медленно, почти до конца века. Причина была до обидного простой. Добывать нефть таким сложным способом было слишком дорого, ведь обычная нефть в мире стоила дешево. И только когда цены на нее поползли вверх, эти пески наконец превратились в золотую жилу. Теперь переходим к первому способу добычи, и он реально впечатляет. Его используют там, где нефтяной песок лежит неглубоко, близко к поверхности. Таких запасов здесь примерно 1/5 часть, и чтобы до них добраться, достаточно снять верхний слой земли. Получается огромный открытый карьер, но масштабы у него такие, что их сложно уложить в голове. Именно тут работают те самые машины-гиганты, о которых мы говорили в начале. Сперва за дело берутся мощные экскаваторы. Они вгрызаются в черную породу и ковшами зачерпывают песок, пропитанный нефтью. Один такой ковш поднимает за раз столько, сколько весят несколько легковых машин. Дальше в дело вступают главные звезды карьера — огромные самосвалы. Машины эти реально гигантские, колеса выше человека, а кабина водителя — на высоте 2-го этажа. За один рейс такой самосвал увозит около 300 тонн песка. Груженные доверху, эти грузовики везут породу к дробилкам. Там большие комья песка измельчают и разбивают, заодно убирая камни и лишний мусор. Потом песок смешивают с горячей водой и превращают в густую жижу, похожую на кашу. В таком виде смесь удобно гнать по трубам прямо на завод, то есть твердый неподвижный песок превращают в поток, который уже можно перекачивать. Но есть одна цифра, которая хорошо объясняет всю сложность дела. Чтобы получить всего одну бочку нефти, здесь нужно выкопать и промыть примерно 2 тонны песка.
Только вдумайся, 2 тонны породы ради одной бочки. Поэтому вся затея окупается лишь при очень больших объемах. И вот песок уже на заводе. Превращен в жижу, осталось понять, как отделить нефть от песчинок. Задача простая на словах, но непростая на деле. Нужно отделить битум от песка и всего лишнего. Как раз здесь и пригодилась та самая идея доктора Кларка с горячей водой. Работает все на простом природном принципе, который многие видели своими глазами. Вспомни, как в стакане с водой масло всегда всплывает наверх, а тяжелые крошки оседают на дно. Тут происходит примерно то же самое, только в огромных емкостях размером с дом. Горячую жижу заливают в большие баки и дают ей немного отстояться. Тяжелый песок постепенно опускается вниз и оседает на дне, а легкий битум, наоборот, поднимается наверх и собирается на поверхности в виде пены. Эту черную пену аккуратно снимают сверху, примерно так же, как хозяйка снимает пенку с супа. Песок ушел вниз, нефть — наверх. И главный фокус, считай, удался. Но радоваться пока рано. Собранная пена еще далека от чистой нефти. В ней остается довольно много воды и мелких частиц глины, от которых нужно избавиться. Поэтому пену отправляют на второй этап очистки, уже более тонкий. Там к ней добавляют специальную легкую жидкость, которая помогает битуму стать не таким густым. Как только нефть становится более текучей, остатки воды и грязи легко отделяются и уходят. На выходе получается уже относительно чистый битум, готовый двигаться дальше. Если смотреть на весь процесс со стороны, то все это похоже на гигантскую стиральную машину для земли. Сначала грязный песок стирают горячей водой, потом сливают грязь, а ценное забирают себе. Кстати, воду тут стараются не тратить впустую и, по возможности, пускают по кругу заново. Но не забывай, все это работает лишь для того песка, что лежал близко к поверхности. А как быть с основными запасами, которые спрятаны глубоко под землей? Вот там начинается настоящая инженерная магия. Дело в том, что почти весь нефтяной песок, около 80%, лежит слишком глубоко под землей. Копать такой гигантский карьер на сотни метров вниз просто нереально и не имеет смысла. И вот тут инженеры придумали по-настоящему остроумное решение. Раз нефть нельзя выкопать, значит, ее нужно заставить саму течь к нам в руки. Другими словами, битум решили не доставать вместе с песком, а прямо под землей превратить в жидкость. Вспомни, с чего мы начинали. В тепле битум размягчается, а в холоде становится твердым. Именно на этом свойстве и построена вся хитрость этого способа. Чтобы разогреть нефть глубоко под землей, туда закачивают обычный горячий пар. И для этого бурят не одну скважину, а сразу 2, причем расположены они очень необычно. Обе скважины идут горизонтально, одна прямо над другой, а расстояние между ними всего несколько метров. Дальше начинается самое интересное. В верхнюю скважину под давлением закачивают горячий пар, и он прогревает песок вокруг. От этого тепла густой битум размягчается и становится текучим, теряя свою вязкость. Ставший жидким, он больше не может оставаться на месте и под действием силы тяжести медленно стекает вниз. Там его уже поджидает вторая, нижняя скважина, прямо как воронка. Стекая в нее, битум собирается на дне, откуда его спокойно выкачивают наверх обычным насосом. Наверх при этом поднимается смесь нефти и воды от остывшего пара, которую потом разделяют. Что особенно приятно, воду тут не выливают, а очищают и снова превращают в пар для работы. Получается почти замкнутый круг, где одна и та же вода используется снова и снова. И самый большой плюс этого способа — на поверхности почти ничего не меняется. Никаких гигантских карьеров и самосвалов. Вся работа идет глубоко внизу, а сверху стоит лишь скромная площадка. Но и добытый таким образом битум еще нельзя залить в бак автомобиля. Дело в том, что в сыром виде он слишком густой и тяжелый для обычного топлива.
К тому же в нем хватает лишнего. Разной серы и частиц металлов, которые нам совсем не нужны. Из-за этого обычный нефтезавод не может сразу пустить его в дело. Поэтому битум сначала нужно довести до ума и превратить в нормальную нефть. Этот этап так и называют — облагораживание. И звучит он гораздо сложнее, чем есть на самом деле. Смысл всего процесса простой. Тяжелую густую массу надо сделать легкой и текучей. Для этого битум отправляют на специальный завод, где с ним проводят несколько операций. Первым делом из него убирают лишнюю серу, которая портит топливо и вредит воздуху. Заодно избавляются и от металлов, что примешались к нефти под землей. По сути, сырье как следует чистит от всего, что мешает и снижает его качество. Но одной чистки мало, ведь битум все еще остается слишком тяжелым. Чтобы это исправить, к нему добавляют водород. И это ключевой момент всего превращения. Именно водород помогает густой массе стать легче и подвижнее. Если по-простому, тяжелую нефть будто разбавляют и делают более жидкой на молекулярном уровне. В итоге на выходе получается совсем другой продукт — светлая и текучая нефть. Специалисты называют ее синтетической, потому что человек серьезно поменял ее свойства. И вот именно эту готовую нефть уже можно пускать в привычное дело. Ее отправляют по трубопроводам на обычные заводы, где из нее делают знакомые нам вещи. Из этой нефти получают бензин для машин, дизель для грузовиков и керосин для самолетов. Только вдумайся в этот путь. То, почему недавно можно было ходить как по асфальту, оказывается в бензобаке. Липкий черный песок из-под канадского леса в итоге превращается в топливо по всему миру. Но у этой впечатляющей истории есть и обратная сторона, о которой честно стоит поговорить. Начнем с приятного, с масштабов, потому что цифры тут и правда впечатляют. Из нефтяного песка в Канаде добывают около 3,5 миллионов баррелей нефти в сутки. Это огромная часть всей нефти, которую вообще добывает страна. Благодаря этим пескам Канада стала одним из крупнейших игроков на мировом нефтяном рынке. Работа кипит круглосуточно, и весь этот поток топлива расходится по разным странам. Но у любой медали есть две стороны, и здесь это особенно заметно. Добывать нефть таким способом — дело очень непростое и затратное. Вспомни весь путь. Выкопать тонны песка, нагреть море воды, получить пар, все это очистить. На все это уходит огромное количество энергии, а значит и денег. Именно поэтому такая добыча имеет смысл только когда нефть в мире стоит достаточно дорого. Когда цены падают, часть заводов может работать себе в убыток. Есть у этой истории и вопросы к природе, которые тоже нельзя обходить стороной. Открытые карьеры занимают большие площади, а на месте леса появляется голая земля. Для добычи и очистки нужно очень много воды, пусть ее и стараются использовать по кругу. За всем этим внимательно следят, но полностью безобидным такое производство назвать нельзя. Поэтому вокруг нефтяных песков всегда идут споры, и это вполне понятно. Одни говорят, что это рабочие места, доходы и энергия для миллионов людей. Другие переживают за природу и считают, что цена такой нефти слишком высока. Правы по-своему обе стороны, и простого ответа тут попросту нет. Это хороший пример того, на что готов пойти человек ради ценных ресурсов и какую цену за это платит. Вот такая удивительная история скрывается под тихим канадским лесом в провинции Альберта. Только вдумайся еще раз в ее суть, чтобы прочувствовать весь масштаб. Прямо под ногами лежит нефть, которую нельзя просто выкачать, ведь она густая и намертво склеена с песком. И ради нее люди пошли на невероятные шаги, проявив настоящую смекалку и упорство. Одни строят машины-гиганты и копают карьеры размером с целые города. Другие бурят скважины и буквально растапливают нефть глубоко под землей, горячим паром. По сути, это история о том, на что способны человеческий ум и настойчивость. То, что десятилетиями считалось бесполезным черным песком, стало настоящим сокровищем.
Люди не отступили перед сложной задачей, а нашли сразу два хитрых способа ее решить. И теперь то, почему когда-то можно было ходить, превращается в топливо для машин и самолетов. Согласись, за такими обычными вещами, как бензин, порой стоят по-настоящему поразительные истории. И мне очень интересно узнать, что ты обо всем этом думаешь. А ты вообще знал, что нефть где-то добывают вот так, почти лопатой, как обычный песок? Обязательно напиши свое мнение в комментариях. Мне правда важно его прочитать. И если это видео было тебе интересным, и ты узнал что-то новое, поставь лайк, поделись этим видео с друзьями и близкими, и обязательно подпишись на канал «Скрытый горизонт», чтобы не пропустить новые видео. Впереди у нас еще много удивительных историй из реального мира, науки и техники. Спасибо, что досмотрел до самого конца. И до встречи в следующем выпуске.